Ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас в городе Форт Лодердейл, это штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Это место, где, как видите, очень много яхт. Здесь живут не только миллиардеры. Да, вот дорогие дома, красиво, спору нет. У них тут вместо парковки для машин парковка для яхт. Но здесь огромное количество парусных лодок, обычных лодок, небольших катеров, которыми владеют вот просто разные люди. Короче говоря, яхт много разных, и в названии нашего обзора есть слово суперяхта. Как таковой строгой классификации, где катер, где яхта, где суперяхта, а где мега-яхта, вот этой классификации не существует. Тем не менее, есть некоторые цифры. А до 7,5 метров это считается катер. Очень все примерно, очень, там много нюансов. От 7,5 до 13,5 метров это круизный катер. Дальше у нас идет 13,5-24 метра. Это уже яхта. От 24 до 70 метров это супер яхта. 70 метров и дальше это мега яхта. Вот это вот имеет длину 32,5 метра и может точно называться суперяхтой. Владельцы яхт, знаете ли, люди такие непростые. Попасть на яхту и тем более поснимать ее довольно сложно. Но владелец этой яхты нам разрешил. На секунду отвлечемся. Огромное спасибо и респект Алексу Кларку. Если вам нужна яхта в Майами, ну вдруг так получится, или в штате Флорида, в аренду или купить, можете смело обращаться к нему. Респект, все ссылки внизу. New Marine 32 XP. Будет интересно. Супер яхта все-таки обзор. Поехали. Итак, перед нами четырехпалубное судно, ну, грубо говоря, четырехэтажное New Marine 32 XP. Это уже четвертая яхта в этой серии. То есть 4 штуки уже построили и 4 штуки уже продали. Эта яхта построена на турецкой верфи, спущена на воду конкретно вот эта вот модель, то есть четвертая серии, в 2020 году, то есть прям новая-новая. И на самом деле процессу строительства яхты можно посвятить прям целый выпуск, потому что, будьте добры, фотку. Круто, правда? Это перемещение готового корпуса яхты в другой цех. Корпус этой яхты сделан из стали, верхняя надстройка из современного стеклопластика. Это надежность и долговечность, а также меньший вес и, естественно, меньшее потребление топлива, что на яхте, не парусной яхте, супер важно. Яхта, разумеется, дорогая, потому что новая и потому что яхта. Но это судно из серии Explorer, то есть исследователи. Она как бы люксовая, но сделана прежде всего за тем, чтобы путешествовать, исследовать. Что там внутри? Пойдем посмотрим. Заходим. Начнем, пожалуй, с кормы. Эта яхта сейчас находится на стоянке, то есть она как бы не полностью открыта, что называется. А вот это вот трансовая плита. Вот это все опускается, и после этого у вас здесь мини-пляж. Вы можете достать шезлонги, загорать, отдыхать, подплыть сюда на квадроцикле или просто купаться в океане, когда вот эта вот трансовая плита опущена и у вас развернуто пространство для отдыха. А вот здесь вот у нас стоит дополнительная лодка. Она следует за этой яхтой, и когда нужно там сплавать в магазин за продуктами, в буквальном смысле, да, вот люди садятся сюда и плывут на ней, она все время едет сзади. Так, корма. Это у нас место для отдыха, так сказать, на свежем воздухе. Называется кокпит. Здесь у нас обеденный стол, и вот тут вот многие люксовые, так сказать, элементы убрали. Здесь подушечки. То есть вот эти все красивые картинки, там женщины и не только лежат, загорают, они вот тут как бы могут лежать. Если вам стало, ребятки, жарко, если вам стало жарко, хотите прохлады, кондиционеры работают идеально. Это место называется салон. Здесь огромный диван. Здесь, между прочим, Samsung The Frame телевизор, который может быть картиной. Достаточно большая площадь стекления. Шумоизоляция отличная. Мы закрыли дверь, вообще полная тишина. Толщина дверей. Смотрите, фурнитура, естественно, дорого, качественно. Это называется фитнес-зал. Знаете ли, я в своем роде тоже спортсмен. Но сейчас здесь просто идет загрузка. Яхта скоро пойдет в океан, и фитнес-зал с беговой дорожкой, с гантелями используется просто как временный склад. Все это потом уберут. Смотрите, тоже интересный интерфейс. Раз. Все двери на магнитах. Это называется мастер-каюта. Официальное название: во всю ширину судна 30 квадратных метров. Цвет стен, потолка, ковры. Это все на ваше усмотрение. Здесь сделано в таких вот кремовых цветах. Гардероб. Мультимедиа, тоже Samsung The Frame. Усилитель. О, Yamaha. Душевая кабина. Туалетик.
с окном. Естественно, окно есть, окно тонированное. Отсюда видно, оттуда не видно. Это все у нас на электронике. Если хотите поднять, опустить, есть специальная кнопка. Шкафы. Пожалуйста. Алекса. Нас слушают, получается. Нижняя палуба. Судно у нас, напомним, 4-палубное. И здесь у нас гостевая зона. 2 кровати, не 2 кровати, 3 кровати. Опускается маленькая детская кроватка наверху. Шкаф. Свой санузел. Душевая кабина. Цветочки. Специальный человек, который ухаживает за цветами, поливает, меняет, когда нужно. Здесь тоже 3 кровати. Такой же шкаф. В каждой, даже маленькой каюте, есть свой санузел. Акустика Bose. Вот, кстати, тоже какой-то интерфейс. Никто не видит, тихонечко посмотрим, что. Там еще огромное количество помещений внизу. Там еще 2 двухместных каюты для команды. Ребятушки. Нескромно, красиво. Здесь еще один свой санузел. Это у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще одна каюта. Неплохо. Добро пожаловать на верхнюю палубу. 4 шкафа с подсветкой все. И еще 40 квадратных метров жилого пространства. Это, знаете, дорогие часы, платки. Вот специальные шкафы вот для этого. Чтоб я зубы чистил с таким видом, а? Что, ребятки, мы все чистили зубы с таким видом. Ну, конечно, сегодня вид такой, завтра Куба, а послезавтра Багамы и дальше как пойдет. Весь Атлантический океан можно абсолютно легко пересечь на этой яхте. Так что с каким видом вы будете чистить зубы завтра, на ваше усмотрение. Это место называется кормовая часть верхней палубы. Это место скорее такое полуслужебное и для отдыха тоже. То есть, когда яхта стоит где-то там в заливе, тендер, ну, короче говоря, лодку-то могут снять. Как снять, сейчас вам покажу. Кран, свой собственный кран есть на этой суперяхте. 2,5 тонны, вот это вот. Он этот кран цепляет вот и опускает на воду. После этого здесь полно места. Крану тоже аккуратненько убирается. Еще есть 2 аквабайка в комплекте. 2, то есть водных мотоцикла. Они только что здесь проезжали, ребята там вот катаются, пока яхта стоит, они куда-то уехали. Так, еще здесь стоят 2 водных мотика, тоже опускаются краном. Капитанский мостик. Добро пожаловать. Так, и вот так, шумоизоляция роскошно. Кэп и помощник капитана. Для суперяхты уже нанимается команда. В некоторых странах это правило. На этой яхте можно совершить полноценный трансатлантический переход. Ориентир времени, сколько она может плавать автономно, это около месяца. Но, естественно, зависит от многих моментов. Идете вы или стоите, сколько у вас запасы воды и продуктов, а также сколько у вас, так сказать, человек на борту, сколько человек нужно обслуживать и кормить. В принципе, можно посидеть здесь. То есть, когда капитан управляет яхтой, можно просто потусоваться на мостике, посмотреть, что происходит. И казалось бы, да, ну как-то вот стекление, хочется выйти, смотреть и плыть, управлять. Яхтой можно управлять и с верхней, 4-й палубы. Четвертая палуба, самый верх, обеденный стол, барная стойка. Здесь тоже подушечки обычно лежат, и люди загорают, отдыхают. Есть свой джакузи. Яхтой можно управлять и отсюда, вот так вот. Ребятки, вы знаете, отличный вид. Гриль, холодильник, раковина, ледогенератор. И все уже подготовлено. Ладно, пойдем в машинное отделение. На самом деле доступ в машинное отделение есть гораздо более удобно и приятно через вот эту вот дверь. Но просили команду не тревожить, они отдыхают. Мы находимся в машинном отделении. Здесь у нас 2 дизельных двигателя MAN. Это специальные судовые двигатели, 16 литров, 800 лошадиных сил каждый и 29 тысяч литров у нас запас дизеля. Максимальная скорость яхты до 14 узлов, и на одной заправке она может пройти до 3000 морских миль. И вот когда все это дело работает даже на максимальных оборотах, помните, мы были на пароме? Приветствую вас в машинном отделении!
Вот так вот, да. Вот так было там. Так вот, вибрации и шум от двигателей вот там наверху не ощущается. Если вы проголодались, все, что вам нужно сделать, это попросить шефа приготовить покушать. Запасы еды, огромные холодильники, винный шкаф здоровенный. Кстати, есть свой лифт. То есть, если вам нужны какие-то запасы еды, шеф звонит вниз, поднимают вверх еду на лифте. Лифт для еды. Короче, шеф приготовит вам все, что нужно. И это очень важный и интересный момент. Если яхта уходит в плавание на 2, 3, 4 месяца, такое тоже бывает, люди находится, обслуживающий персонал, и капитан находится на этой яхте постоянно. Команда к этому готова, это нормально. Человек, Алекс Кларк, который нам помог организовать эту съемку, он сказал, что когда он работал на этой яхте, он однажды прожил на яхте 3 года. Ну, естественно, когда-то сходил на берег, но общее время, которое он провел практически полностью на яхте, 3 года. Это нормально. Среди вот яхт, особенно супер и мега яхт, это абсолютно нормально. Да, он целый этаж, и причем оформлено все ровно в таком же стиле. То есть это не какой-то там этаж для персонала, такое же дерево, такие же материалы. Матрасы, подушки, каюты, шумоизоляция. Очень все красиво. Естественно, зарплаты и условия проживания, условия у команды, они соответствуют, особенно на суперяхтах. Цены, самое интересное, выходим. Эта яхта, ориентир стоимости 10 миллионов евро. Но, естественно, даже имея 10 миллионов, этого мало, потому что яхту нужно обслуживать, яхту нужно заправлять, платить капитану, пошлины, налоги, много чего еще. 10 миллионов евро, 32 метра, с удовольствием поснимали. Еще раз спасибо ребятам, что пустили нас показать, что вообще происходит. Ждем ваши комментарии. Спасибо, что посмотрели, увидимся. Пока.